Здравствуйте, дорогие! Продолжаем нашу рубрику «Правильный продукт», где мы с вами узнаем только о полезных для нашего здоровья продуктах. В прошлом видео вы попросили меня рассказать вам о твороге, его пользе, так что поехали! Творог представляет собой белковый кисломолочный продукт, получаемый в результате сквашивания молока с последующим удалением сыворотки. Творог очень популярен среди спортсменов. Дело в том, что в твороге содержится казеиновый протеин, который медленно расщепляется в организме. Белки, входящие в состав творога, содержат незаменимые аминокислоты – метионин и холин и могут служить заменой другим белкам животного происхождения. Также творог богат кальцием и фосфором, без которых невозможно полноценное формирование костной системы. Обезжиренный творог обладает диетическими свойствами, в результате чего входит в состав многих диет для похудения и разгрузочных дней. Творог способствует образованию гемоглобина в крови и нормализации работы нервной системы. В зависимости от способа приготовления творог бывает кислотно-сычужным. Его получают из пастеризованного молока с помощью молочной кислоты и сычужного фермента. Кислотным. Его получают из пастеризованного цельного или обезжиренного молока под действием только молочной кислоты. И раздельный. Сначала получают обезжиренный творог, который затем смешивают со сливками. Так получают творог любой жирности. По содержанию жира в процентах творог разделяют на обезжиренный до 1,8%, нежирный это 2% или 3,8% жирности, средний это 4, 5, 7, 9, 12, 15 и 18% жирности и сильно жирный это, конечно, 19, 20 и 23% жирности. Насчет способа приготовления и жирности, я думаю, мы разобрались, а теперь давайте перейдем к видам этого замечательного продукта. И первым я хочу выделить мой любимый зерненый творог. Он представляет собой творожное зерно, в которое добавляют свежие, чуть подсоленные сливки. Он относится к разновидности этого кисломолочного продукта с пониженной жирностью. Типичное содержание жира в этом продукте от 0 до 9%. При этом калорийность зерненого творога значительно ниже, примерно 155 калорий на 100 грамм. Еще одним достоинством этой разновидности творога можно назвать более длительный срок хранения по сравнению с другими сортами творога. Также на прилавках в магазинах можно встретить очень много соблазнительных творожных продуктов, наподобие творожной массы, сырков, пасты и тортов. Но есть ли польза в них? Если производитель вместо молочного жира при закваске использует растительные масла, чаще всего это пальмовое или кокосовое, он уже не имеет права называть свое изделие творогом. Это не фальсификат, а просто еще одна разновидность кисломолочного продукта, а именно творожный продукт. Творожную массу и сырки изготавливают путем внесения в творог сахара или поваренной соли, ароматических и вкусовых веществ, какао-порошка, кофе, меда, цукатов, изюма и так далее. Поверьте, это уже звучит устрашающе. Сладкие творожные массы и сырки могут быть с повышенным содержанием жира 20-26%, жирными 14-15%, полужирными 7% и нежирными. Конечно, иногда утром или как перекус до вечера вполне можно позволить. Итак, как же правильно выбирать творог? Творог должен иметь мягкую, мажущуюся, рассыпчатую, с наличием ощутимых частиц молочного белка консистенцию. В нежирном твороге в небольшом количестве может выделяться сыворотка. Вкус и запах должны быть чистые и кисломолочные. Цвет белый с кремовым оттенком, равномерный. В твороге первого сорта допускается привкус дерева и наличие слабой горечи. Покупая творог в супермаркете и магазинах, первым делом проверяйте срок годности и целостность упаковки. Максимум, который может быть на дате упаковки, это до 7 дней. Если вы, как и я, предпочитаете покупать домашний творог, то дам вам простой совет. Смотрите на продавца, насколько ухожены его руки, и обязательно попробуйте творог на вкус и запах. Хороший, добросовестный продавец всегда имеет только качественный и свежий товар. И теперь самый интересный вопрос: когда же есть творог? Если вы едите жирный творог, то лучше всего будет скушать его утром, так как за день организм справится с жирами, и на вашей талии такой калорийный завтрак никак не отразится. Чтобы улучшить эффект, вы можете добавить немного углеводов в виде фруктов, изюма или овсяных хлопьев. Нежирный творог лучше всего съесть вечером за час до сна, но тут лишние углеводы вам не нужны. Едим только чистый творог, чистый белок.
Но несмотря на все перечисленные полезные свойства творога, помните, все хорошо в меру, и творог не исключение из правил. Не употребляйте более 200 грамм творога в день, так как он содержит достаточное количество животных жиров, которые способствуют забиванию печеночных протоков. Очень часто можно встретить людей, которые, мягко говоря, не любят творог. Это или индивидуальные предпочтения, или же непереносимость лактозы. Спасибо за ваше внимание, я думаю, вы узнали что-то новое для себя, а я жду ваших новых предложений. Пишите комментарии к этому видео, о каком продукте вы хотели бы узнать, голосуйте пальчиком вверх, и я обязательно вам расскажу. Всем удачи, пока!